Приветствую всех на своем канале. Честно говоря, я крайне удивлен, что к 2025 году в интернете не найти статей или видео, показывающих установку системы УЦИ или DRO на токарные станки фирмы Proxon. Хотя, на мой взгляд, они, пожалуй, одни из самых подходящих для домашнего использования. Как видите, мне удалось уместить все довольно компактно в рамках защитного кожуха станка PD400. Систему использовал китайскую модель SNS2V с магнитными линейками и двумя осями соответственно. Я не сторонник какого-либо значительного и необратимого вмешательства в оборудование, поэтому в данном случае удалось обойтись всего лишь несколькими отверстиями в суппорте и салазках для того, чтобы закрепить линейки и датчики. Линейки самоклеющиеся, поэтому одну из них я закрепил прямо на станине. Продавец изначально рекомендовал поставить магнитные линейки вместе с оригинальными алюминиевыми направляющими, но в угоду компактности и простоты установки я решил обойтись обычными алюминиевыми уголками. Уголок пошире, на котором установлен датчик продольной подачи, изначально я также приклеил к суппорту на двусторонний скотч. Но эта идея была очень неудачная, и через какое-то время от нагрева от работы или от попадания солнечных лучей скотч разогревался, и уголок периодически отваливался. Впоследствии я его закрепил на два дополнительных винта снизу. Что касается поперечной подачи, то тут я поступил обратным образом. То есть магнитную линейку я установил на алюминиевый уголок, а магнитный датчик на продольные салазки. Сам уголок жестко закреплен на салазке поперечной подачи через две проставки. Пришлось повозиться и подобрать их нужной длины, но зато они позволяют не только выровнять магнитную линейку относительно датчика, но и получить доступ ко всем установочным винтам и к фиксирующему винту каретки. Свой станок я периодически перемещаю, поэтому панель управления УЦИ я закрепил прямо на кожух. Стойка представляет собой ножку для мебели самостоятельной сборки, купленную в Леруа Мерлен. В заглушке этой ножки уже была закладная в виде шайбы с резьбой, которая идеально подходила под резьбу кронштейна панели управления. Установленные линейки практически никак не влияют на длину хода осей. То есть установленный резец свободно перемещается от патрона передней бабки до крайнего заднего положения. Поперечная ось выдвигается и задвигается также полностью. Конечно же, пришлось украсть несколько сантиметров хода задней бабки, но лично у меня не часто возникают ситуации, когда нужно проточить деталь между центрами или просверлить очень глубокое отверстие. Да, и эта проблема на самом деле очень легко решается корректировкой положения суппорта, рецидержателя, да и саму систему УЦИ можно в любой момент демонтировать. Как видите, на моем станке отсутствует поворотная ось, и малую продольную подачу я заменил на жесткую проставку для рецидержателя. Сделал я это путем реверс-инжиниринга станка Proxon PD400 версии CNC, в котором малая продольная изначально не предусмотрена. Но даже если вернуть малую продольную на место, то линейки в данной конфигурации мешаться никак не будут. В общем и целом, я невероятно рад установке полноценной системы УЦИ на свой небольшой станок. Заявленные 5 микрон она честно отрабатывает, да и в любом случае пользоваться ей на порядок удобнее, чем стандартными лимбами. Спасибо всем за просмотр. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, по возможности я буду на них отвечать, и желаю всем продуктивного дня.